Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Винтаж Оксана Гудвин. Очередной мешочек к разбору я нашла на свалке. Мои дорогие, я показываю все свои находки. Надеюсь найти клад сегодня в том числе. Возможно, что-то интересненькое здесь есть. Мешочек схватила, потому что увидела здесь вот что-то похожее на брошь. Здесь какие-то жемчужины. В общем, мешочек мне показался интересным. Достался он мне всего за $3. Так что поиск клада, надеюсь, сегодня у нас будет удачным. Перед показом и разбором этого мешочка хочу показать и немножко с вами посоветоваться. Нужен ваш совет в плане вот этих украшений. Ну, здесь у меня вот шкатулочка, я вам ее показывала. Интересный такой милый сюжет, деколь с дорисовкой, милые зайчики, очень яркая, красивая шкатулочка. Здесь была когда-то маркировка. Ну, в общем, похоже очень на костяной фарфор, не знаю точно. Но, в общем, здесь украшения, которые требует, скажем, вашего совета, рекомендации. Здесь у меня есть колье от Мане. Вот так вот оно выглядит. Есть характерная для Мане маркировка. Вот так у них запатентованный замочек выглядит. То есть на самом штыречке написано Мане. И, в общем, вот такое вот колье. Хочется мне его как-то выгуливать очень активно, но не получается. Здесь есть, вот видите, кристаллик. Возможно, это с применением кристаллов Сваровски. Ну, в общем, сложно сказать. В общем, вот такое колье. И есть два варианта сережек к этому колье. Вот такой вариант, как пусеты, но очень похожи по оттенку, ну, немножко поярче, тоже стеклянные кабошончики красивые. И есть вот такие серьги на застежке, очень удобный. Кристалл закреплен в технике безел. Очень красивый такой кристалл, очень похож на натуральный камень. И, в общем, я всегда теряюсь в догадках, какие же серьги использовать именно в сочетании с этим колье. Напишите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие серьги к этому колье более подходят. Мне кажется, вот эти вот по форме, но немножко по оттенку отличаются. Здесь вроде как по стилю не то, но по цвету больше подходит. В общем, хочется выгулять, но не знаю, как и с чем. Ну и давайте разбор мешочка начну. Нахожу интересные пакетики. Сам процесс поиска клада намного увлекательнее, чем бывает результат. Но так как деньги небольшие за это были заплачены, соответственно, азарт возрастает. Кстати, вот в подобных мешочках я находила и нашла практически все украшения, которые у меня есть в коллекции. И это коллекции очень интересные, достойные какие-то украшения можно найти практически за копейки. К тому же вот этот вот азарт и сам процесс поиска клада, он тоже очень приятен и интересен. Так, вот такой мешочек, он не совсем мелкий. Высыпаю содержимое все вот сюда. Не знаю, что это такое. Все высыпала. И буду брать сначала те украшения, которые без пакетиков, что-то такое. И буду по одному украшению брать и разбирать. Так, что тут? Вот такой браслет. Ну, мне кажется, это что-то современное. Хотя, вы знаете, вот у Диора есть коллекционный браслет, тоже в такой же технике выполнен. Браслет-гвоздь. Кто, возможно, в теме, знает. Просто вот такая проволока в форме гвоздя. Здесь шляпка. И браслет вполне себе дорогущий. Я думаю, что современный какой-то автор-производитель вдохновился именно вот браслетом в форме гвоздя. И, может быть, как-то вот это вот произведение создал. Ну, позолота отличный, кстати. Ну, в принципе, стильное украшение. Думаю, что можно носить в современной жизни. Так, вот то, что я думала. Ох, какая досада. То, что я, какие надежды возлагала вот на эту брошечку, оказались совершенно напрасными. Я очень разочарована, что утеряны практически все кристаллы
Но обратная сторона в хорошем состоянии. Ну, относительно винтажного возраста. Вижу старая застежка, очень такая приятная деталь. Не знаю, удастся ли мне восстановить эту брошь. Нужно покопаться, поискать, раскопать все кристаллы, какие есть вот в подобной форме. Но хорошо то, что можно не заморачиваться по цвету. Мне кажется, если заполнить эту брошь разного цвета кристаллами, подходящими по размеру, естественно, то думаю, что получится нечто новое, то, о чем даже создатель, автор этого украшения даже не догадывался. Но основа очень красивая и хорошая сохранность. Здесь есть часть. Ну, в общем, нужно это все очищать, отмывать, счищать. Здесь были кристаллики с амальгамой. Тут, видите, остатки амальгамы есть. Думаю, как-то открывать нужно это все. В общем, нужно замачивать, нужно искать. Если восстановлю это украшение, покажу вам. Так что, как бы, план работы есть на сегодня. Так, следующее, что тут? Мешочек. А не есть ли тут эти кристаллики? Нет, по-моему, это просто мешочек. Подобной формы кристалликов я тут не вижу. Так, здесь что-то вот такое у меня есть, похожее. Это чокер с пластиковыми бусинами. Такое. Очень интересного плетения. В такой технике плетения есть, выпускала и Мане, тоже компания, тоже у меня в такой же технике есть и еще одно украшение, но там стеклянные бусины. А здесь я чувствую, что это пластик. Маркировки не вижу. Если, мои дорогие, маркировку видите, потому что через камеру сложно что-то заметить, в процессе, скажем, монтажа, монтирования видео я тоже какие-то детали замечаю, подмечаю, и вы все это видите очень при близком рассмотрении, в режиме макросъемки, все очень хорошо можно рассмотреть. Так что, если что-то заметите, обязательно пишите. Так, тут остались мелкие какие-то детальки. Что это? Так, я это вижу, я серьги. Тоже кристаллики центральные с амальгамой, но очень яркие, красивые кристаллы. И у меня что-то подходящее, по-моему, к этим сережечкам есть. Сейчас, минутку, отключусь. Нашла к этим сережечкам вот такой кулончик, но сейчас вижу, что то да не то совсем. Хотя, в принципе, они как комплект могут работать, но что-то не то. Вот этот кристаллик все равно он винтажный, а эти серьги, я думаю, что современные. Все равно есть отличия, когда вот при близком рассмотрении, да, само сверкание кристаллов, вот у этой подвесочки сама огранка, она более качественная, и кристалл сияет большим количеством граней, да, как вы видите. А здесь вот что-то нечто современное. Ну, в принципе, почему бы и нет, парочка. Маркировки нет, пусть и будет. Так, следующий элемент, что это? Вот такая подвесочка. Сейчас, минутку. Стеклянная бусина, покрытая перламутром. И вот так авторский, дизайнерский, как это все сделано. Вот сейчас у меня здесь на столе есть цепочка из прошлого разбора. Я ее еще не помыла, правда, но от прошлого мешочка осталась у меня вот эта цепь. Она с позолотой. Ну, думаю, что если отмыть, она будет сиять, сверкать. И если сюда подойдет, думаю, вполне себе такая неплохая партия получается, да? Такая подвесочка интересная. Ну, нужно их мыть одновременно. Мне кажется, интересная тоже вещица получается. Нашли друг друга, да? Так, следующее, что тут? Такая серьга. Вижу, что нет пары. Следующая такая, ой, такая мелкая пусета. Тоже что-то у меня похожее есть, но тоже нет пары. Такая вот, тоже нет пары. Такая серьга. Так, а это с парочкой. Но вот непарные серьги я убираю в отдельную коробочку. У меня там уже эта коробочка
не закрывается, битком набито подобными одинарными сережечками. А здесь вот такая красотень. Сердечки. И у меня тоже что-то похожее есть. Все кристаллики вижу на месте. Сейчас минутку отключусь. И у меня есть вот такая вот подвесочка тоже. Тема сердечная. Тут 2 сердечка. Это серебро 925 проба. И мне кажется, как комплект, вот эти вот 2 украшения вполне себе могут использоваться. Сердечки, оттенок металла совпадает. Тоже такая красота. Думаю, что уже несколько комплектов собрались. Ну, конечно, можно как-то и регулировать, варьировать какие-то украшения. Так, самый крупный... А нет, здесь еще есть мешочек. Осталось еще несколько мешочков. Так, здесь что такое за чудо? Чудное. Вот такие серьги. Кстати, вполне себе интересное сочетание. Все, я думаю, что это handmade, но классно сделаны. Жемчужины и с огранкой бусины. Они очень легкие. Думаю, что летом будет самое то. На загорелой коже, фоне, на темном будет классно смотреться. И мне нравится сочетание именно жемчуга и вот такой ограненной бусины. Вполне себе, думаю, даже я швензы не буду менять. Вполне себе как летний аксессуар, летнее украшение, там в бассейне где-то. Это все будет классно выглядеть. Очень эффектная вещица. Так, следующий мешочек. Что-то очень мелкое. Ну, кстати, вот мелкое не значит плохое там или какое-то недостойное украшение. Бывает, что мелкие украшения... Так, классно. Так, я вот вижу, что это чудная вещица. Сейчас, минуточку. Лайн Эшли. Что-то такое, мои дорогие. Но сложно разобрать. Кто знает, напишите. И это сердечко. Это древо жизни, как амулетик, как оберег используют подобного плана украшения. Символизирует именно дерево жизни. И мне кажется, что это серебро. Так, обратная сторона выглядит. Серебро, потому что очень характерное для серебра потемнение и тяжелое украшение. Сейчас попробую здесь разобрать. Возможно, есть проба. Да, есть проба. 925 проба. Вот здесь вот. Ура, ура. Нашла золото, бриллианты. Нашла серебряную цепочечку. Думаю, что это украшение я буду носить также летом. Очень красивое. Я люблю украшения не просто красивые, а когда это что-то символические украшения, что-то они обозначают. Ну, вот эта вот подвесочка мне очень нравится. Думаю, за $3 вот это вот классная находка. Я думаю, что в каком-то ювелирном магазине подобного плана украшения стоит, ну, гораздо дороже. Посмотрю в интернете, погуглю, что это такое. Возможно, удастся определить и производителя, но очень такая классная вещица. Тут, пожалуйста, и сердце, и древо жизни, и очень такая тоненькая работа. И цепочка, она необычного плетения. Тоже мне нравится вот такой вот вариант плетения. Так, следующий мешок. Он открытый. Это нечто, что-то нечто. Ох, какая красота! Полюбуйтесь-ка на это. Очень интересная, крупная, красивая. Обратная сторона вот так выглядит. Смотрю, маркировки нет. Думаю, что это, возможно, что-то их из 90-х. Возможно, что-то современное. Бусины такие белые. И вот сейчас смотрю, мне кажется, здесь вот бусина. Или просто так она вклеена.
Ну, плохо то, что бусины это прям вот бусины, видите, с отверстиями. Я не знаю, возможно, поменяю я именно вот эти бусины. Они как-то удешевляют, да, скажите. Кулон шикарный, эмаль красивая, эффект гильоше. Причем здесь на одной вот этой планке гильоше вот в такой форме. Здесь вот совершенно другая обработка, типа как змеиное что-то, да. А здесь вот как водоросли. И эффект классный. Мне очень нравится, кроме вот этих вот бусин дешевых. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Так, что с этим? Так, здесь, в общем, принцип такой. Все это на шнуре. И, кстати, сам шнур мне этот нравится. Что-то здесь запуталось. Так. Сам шнур мне этот нравится. Застежка, соответственно, с потемнением и старенькая, нет маркировки, тоже по возрасту этого украшения определить невозможно. Ну вот, как я уже сказала, я буду заменять вот эти вот перламутровые. Слишком удешевляет это украшение, мне кажется, так. Напишите, пожалуйста, согласны вы со мной или нет, или стоит оставить так же. Ну, мои дорогие, мешочек опустел. Из сегодняшнего мешка, я думаю, что классной находкой является вот эта вещь. Обязательно буду носить. По поводу вот этого предметика тоже почищу, посмотрю. В принципе, выглядит гармонично. Если цепочка это хорошо очистится, то буду тоже летом носить это украшение. Мое разочарование, сожаление и прям сердце кровью обливается вот по поводу вот этой броши. Если есть какие-то у вас предложения или подсказки, тоже пишите, пожалуйста. Кто-то, возможно, знает про эту брошь что-то. Но вот она мне сама очень нравится. Основа очень хорошая. Я не думаю, что это как-то искусственно согнанная. Она просто вот как бы объемная. И заполнить ее подходящими по форме кристаллами будет тоже очень здорово. Так, ну вот это вот, в принципе, баловство. Как-то так. Вот это вот, я тоже думаю, баловство. Ну, в общем, вот эти вот предметики меня порадовали. Ну и вот это вот тоже, думаю, такое баловство на лето для поднятия настроения. Так, мои дорогие, напишите, пожалуйста, свое впечатление. Если есть у вас какие-то дополнения, подсказки и пожелания к этому видео, тоже всех вас благодарю за те комментарии, которые вы сделаете или уже сделали. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. Завтра увидимся в прямом эфире. Каждый день прямой эфир на этом канале, на канале Винтаж Оксана Гудвин. Показываю все коллекции своих украшений. Многие украшения, которые нахожу в мешочках, на свалках, в этих прямых эфирах тоже принимают участие. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.